В жизни строительного комплекса нашей области ежегодно происходит немало самых разнообразных событий, зачастую весьма значимых. Предсказать их заранее крайне сложно, но одно из самых важных мероприятий, если не самое важное, и его точная дата, известна уже давно. Это очередное отчетное собрание Тверского объединения строителей. Оно состоится 18 марта в Тверском дворце культуры «Химволокно». На общее собрание Тверского объединения строителей приглашены представители всех организаций и все независимые предприниматели, входящие в эту ассоциацию, а их на данный момент в общей сложности более 420. Причем это наиболее авторитетные и активные участники строительного бизнеса. И хотя собрание называется отчетным, то есть на нем за свою деятельность в прошлом году будет отчитываться исполнительная дирекция этой саморегулируемой организации, главной темой этого форума станет в целом ситуация в строительном комплексе региона. Предстоит обсуждение главных и неглавных проблем, с которыми сталкиваются наши строительные организации. А для того, чтобы это обсуждение получилось по-настоящему предметным и разговор не ограничился только обсуждением, но в результате его были бы определены варианты решения наиболее актуальных проблем, пути выхода из сложных ситуаций, для этого руководители Тверского объединения строителей на протяжении февраля провели 4 так называемых кустовых совещания за пределами областного центра, а именно в Бежецке, Конакове, Ржеве и Удомле. На совещании в Бежецке побывала и съемочная группа нашей передачи. На нас произвели самое положительное впечатление и сосредоточенная атмосфера, в которой проходило собрание, и внимание, с которым представители местных строительных организаций отнеслись к выступлению руководителей ассоциации. Основным оратором на собрании стал, разумеется, генеральный директор Тверского объединения строителей Александр Сипягин. В частности, он подвел итоги работы тверских строительных организаций в прошлом году. Говорить в целом вот по нашему региону, да, мы, к сожалению, со строительством в целом не справились, жилья, я имею в виду. Значит, не дотянули до плановых показателей, особенно по строительству многоквартирных, многоэтажных домов. Что касается индивидуального жилищного строительства и малоэтажки, то тут мы вышли вперед, наверное, с показателями процентов около 24, то есть больше, чем в 2024 году. Но это радует, потому что, наверное, для жителей нашей области главное комфортное проживание, и, наверное, то, что большинство склоняется к собственным домам или к малоэтажке, это правильно, чтобы не плодить эти человейники. Если говорить об обязательствах наших членов СРО, то в прошлом году мы активно участвовали в программах по капитальному ремонту учреждений образования, значит, учреждения здравоохранения, домов культуры, колледжей. Вот в прошлом году было отремонтировано силами наших ребят порядка 19 школ, порядка 10 садиков, 4 колледжа. И все обязательства, которые мы принимали на себя, наши участники, они благополучно выполнили. В отличие от многих организаций строительных, которые зашли к нам из других субъектов. Однако вот наши ребята, которые взялись за это дело, в этом году практически построили 4 дома. Это 2 дома в селе Жарово, 126 квартир, 64 квартиры в Спирово, и порядка, 30 слишком квартир в Осташке. В прошлом году на отчетном собрании нашим было принято решение об оказании помощи нашему технологическому колледжу. Они победили, и им выделили грант федеральный. Значит, грант этот состоял из чего? 100 миллионов рублей им давали федеральных денег на приобретение новых тренажеров, оборудования и так далее для организации учебного процесса. 40 миллионов им давали для капитального ремонта базы под размещение вот этого оборудования. И 20 миллионов просили как условие конкурса от работодателей, то есть от членов нашего
СРО, мы пошли несколько другим путем. Мы просто выполнили работу на 20 миллионов. У нас, если брать все договора, которые заключены нашими организациями, то это примерно до 100, ну, разные годы по-разному, но где-то до 120 миллиардов договоров, вот, если их суммировать. И примерно 60 миллиардов значит, договоров выполняется каждый год. Ну, это разные договора, и государственные контракты, и коммерческие контракты, но это именно так. Наши ребята, кроме нашего области, работают еще в 19 областях, вплоть до Сахалина, Камчатки. И вот я хочу сказать, что радует, значит, в этом году одна из наших организаций сдала в Дагестане школу на 600 мест, и в Кунашире тоже где-то порядка 700 мест. То есть мы успешно работаем и там, и в Московской области, и в Владимире, и в Белгороде, и на новых территориях. Вот так поработали тверские строители в прошлом году. Впрочем, только подведением итогов генеральный директор Тверского объединения строителей, конечно, не ограничился. А если брать перспективы на 2026 год, то на сегодня надо отдать должное, не знаю, почему так получилось, раньше это было несколько позже, но в этом году начали раньше проводиться конкурсы на государственные контракты, и наши ребята активно начали в них участвовать. Это на сегодня порядка 26 контрактов уже заключено, примерно на сумму в 2,5 миллиарда рублей. То есть это опять-таки модернизация школьного образования, детские садики и так далее и тому подобное. Ну и, наверное, на что хотелось бы обратить внимание, вот мы проводим такие совещания традиционно перед нашим отчетным собранием. Мы были в Оржеве, в Удомле, в Конаково. В принципе, наверное, общая беда всех муниципалитетов, но это не только беда, на это обратило внимание новое руководство, это, скажем, прорехи и недовыполнение по государственной программе переселения из ветхого аварийного жилья у нас в целом по области, значит, она, скажем, не реализована даже в первом этапе. То есть нам для того, чтобы реализовать эту программу по домам, принятым аварийными до 1 июля 2027 года, необходимо выполнить порядка построить 42 тысяч квадратных метров жилья, причем это не областная наша столица, а это периферия. А при нашей области, которая 700 слишком верст в одну и 400 в другую сторону, логистика, сами понимаете, какая, не везде у нас есть предприятия промстройиндустрии, а жилье-то, в принципе, требуется везде. Поэтому вот 42 тысячи выполнить для того, чтобы только первый этап реализовать, это довольно серьезная задача. Ну и плюс ко всему хочу сказать, что до конца у нас не выполняется программа капитального ремонта многоэтажных, многоквартирных домов. Она реализована на сегодня меньше, чем на 40% тоже. То есть это беда многих муниципалитетов. В начале нынешнего учебного года наша передача рассказывала о мерах, которые планировали в Тверском государственном техническом университете для того, чтобы его студенты получали образование, максимально отвечающее требованиям современного производства. И вот миновало почти полгода, и мы обратились к Алексею Артемьеву, временно исполняющему обязанности ректора этого вуза, с вопросом о том, какие инновации уже внедрены, в частности, в подготовку будущих строителей. Являясь одновременно деканом инженерно-строительного факультета, я хотел бы сказать, что в этом году мы провели унификацию учебных планов, чтобы больше включить предприятий, больше включить дисциплин
в которых больше будет предусмотрено практической подготовки именно под конкретные задачи, которые стоят перед нашим строительным комплексом. Мы развиваем такие дисциплины, как железобетонные, каменные конструкции, ведь без этого строительства никак, металлические конструкции. Мы включаем цикл дисциплин, посвященному деревянному домостроению, ведь одно из направлений, которое интенсивно сейчас развивается, это строительство из деревянных конструкций, особенно жилья, строительство жилья. Соответственно, и в дальнейшем мы планируем консультироваться с нашими строителями и, соответственно, включать в учебные планы те наборы дисциплин, которые потребуются нашим выпускникам уже в их практической деятельности. Хотелось бы отметить то, что мы расширяем у наших строителей информационную составляющую, так как мы прекрасно понимаем, что сейчас без IT-технологий ни в машиностроении, ни в строительстве, ни в других направлениях просто невозможно работать. Рассказал нам Алексей Анатольевич о том, как участвует в подготовке студентов Ассоциация Тверское объединение строителей. Эта организация является, если и не своеобразным куратором, то совершенно точно постоянным и надежным партнером инженерно-строительного факультета Технического университета. Хотелось бы отметить, что я являюсь членом коллегии Тверского объединения строителей. Тверское объединение строителей заботится о подготовке кадров, о качестве строительства, создало соответствующую комиссию, куда вошли опытные предприятия, опытные преподаватели нашего региона. И уже у нас идет обмен нашими знаниями с Тверским объединением строителей, с членами, входящими в состав. Но сейчас пошла уже следующая практика, что на таких технических советах выступают со своими наработками, разработками, экспертизами, предложениями не только преподаватели нашего университета, но и представляют свои проекты наши студенты. Это обмен мнением, то есть студенты рассказывают о своих разработках, своих наработках, получают замечания по существу, то есть что позволяет им дорабатывать свои проекты и быстрее эти проекты внедрять в соответствующие строительные организации, для которых они разрабатываются.